Всем привет! С вами Эвелина. И в этом видео мы поговорим о relative clauses, придаточные предложения. Тему придаточных предложений мы будем разбирать в двух видео, и это первое из них. Поехали! Relative clauses, clauses with who, that and which. Придаточные предложения с who, that и which. Давайте посмотрим на пример. Last week we had a party and a lot of people came. Everybody enjoyed it. Everybody who came to the party enjoyed it. Я выделила для вас relative clause who came to the party, придаточное предложение. A clause is a part of sentence. A relative clause tells us which person or thing the speaker means. Ну, как и в русском языке, придаточное предложение просто уточняет, о ком или о чем идет речь. Например, the woman who lives next door to me. Женщина, которая живет по соседству. People who complain all the time. Люди, которые постоянно жалуются. Обратите внимание, что слово who на русский язык переводится по-разному. Которая, которые и так далее. Who. We use who in a relative clause for people. Мы используем who, когда мы говорим о людях в придаточном предложении. Например, the woman who lives the next door is a doctor. Женщина, которая живет по соседству, врач. I don't like people who complain all the time. Мне не нравятся люди, которые постоянно жалуются. What is the name of the person who called? Как звали человека, который позвонил? Do you know anyone who wants to buy a car? Ты знаешь кого-нибудь, кто хочет купить машину? Дальше мы поговорим о that and which. We also use that for people, but not which. Мы можем также использовать that, когда мы говорим о людях, но нельзя использовать which. The woman that lives next door to me is a doctor. Женщина, которая живет, ну и тот же перевод. When we're talking about things, we use that or which, not who, in a relative clause. Когда мы говорим о вещах, мы используем which, о людях. Who, о вещах which. Слово that универсальное. Его можно использовать, чтобы говорить и о вещах, и о людях. Например, I don't like stories that have unhappy endings. Or stories which have unhappy endings. Мне не нравятся истории, у которых несчастливый конец. Grace works for a company that makes furniture. Or a company which makes furniture. Компания, которая производит мебель. That and which здесь означает одно и то же. In relative clauses we use who, that, which, not he, she, they, it. В придаточном предложении мы обязательно должны использовать эти союзы. Who, that, which. И ни в коем случае не he, she или it и так далее. Давайте сравним. I met Canadian woman at the party. She is an English teacher. У нас здесь два предложения. Я встретил канадку на вечеринке. Она преподает английский. Два предложения. Дальше, второй пример. I met a Canadian woman who is an English teacher. Мы комбинируем их в одно предложение, используя слово who. Я встретил женщину, которая преподает английский. I can't find the keys. They were on the table. Two sentences, да? Два предложения. Не могу найти ключи, они были на столе. Комбинируемся в одном предложении. Where are the keys that were on the table? Где ключи, которые были на столе? Одно предложение. Далее, what. Compare what and that. What happened was my fault. The thing that happened. Мы используем what, когда мы хотим сказать, что то, что случилось, было моей ошибкой. But everything that happened was my fault. Все, что случилось, было моей ошибкой. Not everything what happened. Это очень распространенная ошибка у русскоязычных учеников. Обратите внимание, вот в этом предложении мы используем that. Во втором предложении у нас ошибка. Everything what happened. Everything that happened. The machine that broke down is now working again. Not the machine what broke down. What у нас выступает в роли подлежащего, не в роли союза. The machine that broke down. Машина, которая поломалась.
Существует два типа придаточных предложений. Type 1 – defining clause и Type 2 – non-defining clause. Давайте разбираться, в чем разница и вообще зачем нужно понимать разницу. Look at the first example. The woman who lives next door to me is a doctor. Женщина, которая живет со мной по соседству, врач. We stayed at the hotel that you recommended. Мы останавливаемся в отеле, который ты нам посоветовал. In this example, the relative clauses tell you which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. Эти relative clauses, придаточные предложения, говорят нам о том, о каком именно человеке идет речь, или о какой именно вещи идет речь. Женщина, которая живет, женщина, живущая рядом со мной. Type 2, non-defining. My brother Ben, who lives in Hong Kong, is an architect. We stayed at the Park Hotel, which a friend of ours recommended. Мой брат Бен, который живет в Гонконге, архитектор. Мы останавливались в парк-отеле, который порекомендовал нам наш друг. In these examples, the relative clauses do not tell you which person or thing the speaker means. We already know who, what is meant. The relative clause gives us extra information about those people or things. Что это значит? Что эти придаточные предложения не говорят нам, о ком идет речь. Мы уже знаем, о ком идет речь. Эти предложения придаточные добавляют какой-то информации. Они нам дают экстра информацию о человеке или о вещи. Почему важно понимать defining или non-defining clause? Потому что we do not use commas with these clauses. С defining clauses мы не используем запятые. The woman who lives next door to me is a doctor. We stayed at a hotel that you recommended. Вы уже знакомы с этими предложениями. А вот в non-defining clauses мы обязательно ограничиваем или обособляем придаточное предложение запятыми. Можете также прочитать примеры. My brother Ben, who lives in Hong Kong, is an architect. Почему мы обособляем придаточное предложение? Потому что оно дает нам дополнительную информацию. Эта информация, в принципе, не так уж и важна. Мы можем ее убрать из предложения, и предложение будет иметь смысл. Например, My brother Ben is an architect. Мой брат Бен – архитектор. Предложение имеет смысл. Мы понимаем, о чем идет речь, да? Мы понимаем, о каком брате идет речь. We stayed at the Park Hotel. Можно закончить на этом предложении. То есть, which a friend of ours recommended – это дополнительная информация. Она, в принципе, не важна в этом предложении. Можем обойтись без нее, поэтому ставим запятую. Но если мы попробуем убрать relative clause в первых примерах, например, the woman is a doctor. Женщина – врач. О какой женщине идет речь? Какая-то рандомная женщина? Да нет, та, что живет со мной по соседству. Мы здесь не можем убрать эту часть предложения, поэтому мы не обособляем ее запятыми. We stayed at the hotel that you recommended. Опять-таки, если мы уберем that you recommended, we stayed at the hotel. Мы остановились в отеле. В принципе, да, мысль закончена, но мы же хотим сказать, что в том, который ты нам посоветовал. Я надеюсь, вам понравилось наше видео и вы нашли его полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, а также не забудьте подписаться на наш канал. Желаю удачи!